Птицы Маныча, 25 апреля. Видео про птиц Маныча создано благодаря предложению Ольги Натальской и поддержке друзей канала на Бусти. 25 апреля, в последний день нашего приключения на севере Ставрополья, мы встречали в 6 часу утра и сразу после завтрака поехали на второй подманок. Не теряя времени, я наскоро надел дырявый забродный костюм. Взял технику на штативе и ушел по мелководью в заросли тростника в гости к кусатым синицам. Это гнездо по законам драматургии я нашел только вчера, поэтому мне хотелось запечатлеть еще хотя бы несколько часов из жизни усатых синиц. Поставил камеру на гнездо усатых синиц. Не гнездо, не на, а в стороне. Вчера, по крайней мере, они подлетали. Посмотрим, как сегодня будет. В отличие от вечерней съемки, утром главным добытчиком был самец. Глава семейства исправно приносил по несколько насекомых или других беспозвоночных и за раз кормил, как правило, 2 птенцов. Изредка корм доставался сразу 3 птенцам. Еще реже вся еда уходила в пользу одного из отпрысков. Крупный корм, вроде этой моли, самец добывал нечасто. Ловкие стрекозы тоже редко встречались в меню птенцов. Самка кормила очень редко. За 4 часа наблюдений на 42 кормежки самца пришлось всего 5 кормежек самки. Более того, несколько раз самец забирал корм из клюва самки и сам передавал птенцам. Как, например, тут, когда самка принесла паука. Вообще это очень редкое явление среди воробьиных птиц. По крайней мере, куда чаще я наблюдал более распространенную ситуацию, когда самец передает корм самке, а она уже в свою очередь кормит птенцов или сама съедает добычу. Почему у этой пары синиц все было наоборот, это очередная загадка природы. Пока камера у гнезда усатой синицы честно работала вторым оператором, Ольга отвезла меня на косу в начале озера около дороги. Я взял палатку, технику и в забродном костюме быстро добрался до нужной отмели. Фотопалатку я установил около зарослей тамариска и дополнительно закрепил ее растяжками, поскольку прощальный степной ветер уже начал потихоньку набирать силы. Примерно в 8 утра я спрятался внутри. Первыми почти сразу на отмель вернулись ходулочники. Вслед за куликами прилетели чайконосые крачки. Крачки подолгу купались и чистили оперение, словно готовились к чему-то важному. Впрочем, в природе в весеннюю пору не бывает неважных дней. Для охоты за насекомыми, которыми питаются чайконосые крачки, важно не терять безупречные летные характеристики. Так что на чистку пера крачки времени не жалели. Пока крачки резвились на берегу, одинокий чибис с подозрением подходил к палатке. Скорее всего, осторожного кулика настораживала большая линза объектива, которая почти как Мона Лиза чудесным образом следила за чибисом, куда бы он ни пошел. Больше всего я переживал, что чибис, подходя все ближе к палатке, вот-вот заметит меня, подаст истеричный вопль, и все птицы разлетятся, поверив ему на слово. К счастью, чибис, если и вычислил меня, то благосклонно сохранил свою тайну, надежно спрятавшись от вездесущего ока объектива за тонкой травинкой. Как и чайконосые крачки, чибис решил передохнуть на берегу, чтобы привести в порядок мысли и оперение. Купившись на беззаботную болтовню крачек, даже Чирок-трескунок пришел на отмель, не опасаясь моего укрытия.
У уток своя забота. Надо хорошенько смазать оперение жировым секретом копчиковой железы для улучшения водоотталкивающих свойств. Теперь, когда все были в сборе, можно было начинать представление. Первая миниатюра досталась самым элегантным артистам арены – ходулочникам. Уверенной походкой деловой кавалер бросил трапезу и направился к своей подруге. Самка всячески давала понять, что она уже готова принять более серьезные знаки внимания. Но настоящий джентльмен должен соблюсти все рамки приличия, прежде чем взгромоздиться на хрупкие плечи своей избранницы. Я не знаю, кто был хореографом у этой пары ходулочников, но артисты точно заслуживают Оскара за эту сцену. Малый Зуёк что-то прокомментировал на этот счет, но за шорохом палатки его почти не было слышно. Обделенные вниманием крачки тоже начали демонстративно задирать нос. В клюве одной из птиц я успел рассмотреть зеленую гусеницу, даже непонятно, где она умудрилась ее подобрать. Малый Зуёк, глядя на крачек, решил подкрепиться на берегу. Ходулочники, на зависть Зуйку, без труда могли ходить по воде и утолять голод, вернувшийся после любовных танцев. Чайконосые крачки закончили купание и чистку оперения. Пришла пора предложений, от которых самцы не имеют права отказываться. Сначала самка просто легла на песок, облегчая самцу возможность забраться ей на спину. Но если стоять на лежачей самке и удобно, то делать все остальное уже несподручно. Так что второй заход на посадку прошел в более традиционной позе. Пока одни самцы честно спаривались, другие, кажется, просто упражнялись в том, чтобы устоять на спине самки, сохраняя равновесие. Кто знает, может быть у чеканосых крачек, как у ковбоев, чем дольше самец может продержаться на спине, тем более ловким кавалером он выглядит в глазах самок. А порывы резвого степного ветра – это как дополнительная проверка мастерства будущего супруга. Следующая степень сложности – это спаривание на мелководье. Тут еще и самке важно держать правильную глубину. Все-таки крачки не утки, и любовь у них более сухопутная. Ну и, конечно, какие отношения без подарков? Тут самка съедает какое-то прямокрылое насекомое, которое ей любезно добыл самец. Порой самка даже не знает, кому отдать предпочтение, более настырному кавалеру, который все время рядом, или другому ухажеру, хоть и уступающему в наглости своему сопернику, но зато с кузнечиком в качестве подарка.
конце концов, отверженный искуситель сам съедает презент для невесты, но все еще продолжает оставаться острым углом в любовном треугольнике крачек. После очередного спаривания крачки услышали тревожный крик и на всякий случай взлетели. Но тревога оказалась ложной, так что стая почти сразу вернулась на пляж. И пернатый театр продолжил свое выступление. Малый Зуёк, как и Чибис, близко подошел к палатке и начал забавно кивать головой, будто тоже задумал какой-то номер. Но в результате просто стал кормиться на влажной почве, добывая каких-то маленьких червячков. Одна из крачек где-то добыла медведку и решила прополоскать насекомое, прежде чем подать к столу. Но похоже, что лакомый кусок достался совсем не тому, кому предназначался. Другая крачка поймала скалопендру и тоже стала полоскать добычу. Самые четкие самцы не делали культ из огурца, а сразу передавали свой подарок избраннице. Менее щедрые охотники делали из своей добычи целое событие, подолгу демонстрируя самке свой трофей. Когда терпение самки кончилось, она просто вырвала стрекозу из клюва зазнавшегося ловеласа. А пернатый скупердяй при этом только гордо задирал клюв, делая вид, что он так и планировал. Пока скромные юноши обдумывали, как подойти к красивой девушке, опытные охотники быстро и уверенно завоевывали сердца своих избранниц. Ветер набирал силу, и некоторые самцы стали не столько спариваться, сколько развлекаться, стоя на спине своей партнерши по акробатическому номеру. Впрочем, не все самки были готовы терпеть такое надувательство. Ветер уже вовсю колошматил мою палатку, а невесомый Зуёк каким-то чудом умудрялся оставаться на земле, да еще и передвигаться в нужном ему направлении. В какой-то момент Кулик начал делать странные щипательные движения на траве. Я было подумал, что он пытается что-то съесть, потом понял, что это какой-то очередной пернатый ритуал. Что он означает, я узнал чуть позже. А вот когда один из зуйков подошел к другому и начал танцевать лезгинку, я сразу догадался, что сейчас будет финальный номер самых маленьких артистов.
сделал дело, гуляй смело. К 11 часам ветер стал невыносимым, и стабильную съемку уже было вести невозможно. Так что я выбрался из палатки и сразу обратил внимание на беспокойство малых зуйков. Поэтому я пошел проверить то место, где полчаса назад Кулик активно щипал траву. Прямо на земле лежало яйцо малого зуйка. Так вот, что делала птичка. Она оформляла небольшую ямку для гнезда. Теперь и спаривание, и подозрение к палатке – все стало на свои места. Вернувшись на берег, я убрал палатку в машину и пошел забирать камеру у гнезда усатых синиц. До полудня я еще успел немного их поснимать открыто с той же дистанции, что и вчера. Но сегодня птицы уже не боялись меня. И самка, и самец спокойно кормили птенцов в моем присутствии, будто знали, что сегодня нам пришла пора прощаться с удивительными пернатыми жителями окрестностей села Дивного. Мы пробыли тут всего неделю. Приехали вечером 18 апреля, а уехали после полудня 25 апреля. За это короткое время я успел влюбиться в открытую степь и уютные мелководья озер. В день отъезда местные птицы устроили нам прощальный концерт с любовью. Согласились открыть самые сокровенные свои тайны, отношения друг с другом и гнездовые хлопоты. Что это, если не щедрый подарок степи? А может быть, это и не финал, а начало? Начало большой любви к птицам Маныча. Друзья, я надеюсь, вам было интересно вместе с нами побывать в бассейне Маныча и познакомиться с ее обитателями. С вами были Ольга Натальская и Василий Вишневский. Всем пока, всем добра.